Компания Honda рассекретила кроссовер Pilot 4-го поколения. Это самый большой и самый мощный SUV за всю историю марки. Новинка получила другую внешность и измененный салон, а также впервые обзавелась внедорожным исполнением Trail Sport. Мировые продажи Пилота должны стартовать до конца нынешнего года. Производство автомобилей наладят на заводе в Алабаме, США. Поскольку для Пилота целевым рынком традиционно является Северная Америка, облик машины целиком разработали в калифорнийской дизайн-студии Honda. Для них 2020 год стал и вовсе годом кроссоверов. Поколение сменило HR-V, CR-V, а теперь и полноразмерный Пилот. Экстерьер автомобиля получился брутальным. Тренд на массивные решетки радиатора задал пикап Ridgeline, и теперь в едином ключе выполнены все кроссоверы японской марки. Новый Пилот стал шире и длиннее, однако огромный капот и заваленные назад передние стойки крыши позволили сделать его пропорции более спортивными. Габаритная длина новинки составляет 5026 мм, что на 86 мм больше, чем у кроссовера уходящего поколения. Увеличена не только колесная база плюс 71 мм до 2891 мм, но и колея. Посадочный диаметр колес от 18 до 20 дюймов. В целом платформа значительно модернизирована. Спереди, как и раньше, находятся стойки Макферсона, сзади многорычажка, но все элементы усилены. Угловая жесткость подвески выросла на 12%. Также инженеры добавили жесткости рулевой колонки и всему кузову. Даже диаметр передних тормозных дисков стал больше – 350 мм вместо 320 мм. Помимо стандартной версии кроссовера предложат вариант Trail Sport. Такая внедорожная версия появилась в гамме год назад, но она была сделана на скорую руку, а для новой модели ее включили в проект изначально. Основные особенности – это усиленные пружины и амортизаторы, другие стабилизаторы, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, перекалиброванный полный привод, стальная защита снизу и штатная внедорожная резина. А для системы кругового обзора добавили режим Trail Watch, помогающий ориентироваться на сложном рельефе. Кроме того, впервые в списке опций вседорожника появился пакет HPD, который добавляет немного гоночной эстетики. Интерьер Пилота преобразился ничуть не меньше экстерьера. В салоне могут поместиться до 8 человек. Третий ряд сидений по-прежнему рассчитан на 3 седаков. Среднее сиденье второго ряда складывается, превращаясь в подлокотник, либо убирается целиком, причем хранить его можно в специальном отсеке под полом багажника. Объем самого багажника при 8-местном размещении составляет 635 литров, а максимальный объем багажника со сложенными сиденьями второго и третьего рядов – 3219 литров. В стандартное оснащение Пилоты входит 7-дюймовая приборка с цифровым тахометром и аналоговым спидометром и такого же размера центральный дисплей. У версии подороже диагональ мультимедийного тачскрина увеличена до 9 дюймов, а Apple CarPlay и Android Auto подключается без провода. Также в топ-версии стоит полностью виртуальная приборка с экраном на 10,2 дюйма и проекционный дисплей. Разработчики обещают более качественные отделочные материалы. Уже в базе есть коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также комплекс Honda Sensing с радаром адаптивного круиз-контроля. Двигатель по-прежнему только один – 3,5-литровый бензиновый атмосферный V6, но Honda уверяет, что у кроссовера 4-го поколения он полностью новый, с компактной головкой блока цилиндров и замененным для лучшего воспламенения топливной смеси углом установки клапанов. Отдача двигателя 289 лошадиных сил и 355 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат сочетается с 10-диапазонным автоматом. У него кнопочный пульт управления, а на руле есть штатные лепестки переключения передач. Простые версии имеют передний привод и ездовые режимы Normal, Econ, Snow, Sport и Tow. За доплату доступна модернизированная трансмиссия iVTM-4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Они срабатывают на 30% быстрее прежних и теперь назад передаются на 40% больше тяги. Бонусом доступны вседорожные режимы Sand и Trail. Также впервые появилась система помощи спуска с горы, причем она уже доступна в начальной комплектации с передним приводом. Продажи нового Honda Pilot начнутся в следующем месяце, а выпускать кроссоверы по-прежнему будет завод в штате Алабама. Цены пока не объявлены, но уходящий Pilot здесь стоит от 38 тысяч долларов. Друзья, как вы считаете, в новом поколении с брутальным дизайном Pilot стал выглядеть лучше? Или же вам нравится более обтекаемый дизайн, как в 3-м поколении? Поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите это видео лайком.
Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.